О, привет! Всем привет, с вами Накатя. Сегодня я вам расскажу о гачи, о ее приручении и что же этот чудесный зверек умеет делать. А я вам желаю приятного просмотра и поехали! Так как я играю не на своем сервере, к сожалению, гачу найти я не смог. Играю я на сервере Gen 2, то есть тут довольно маленький спаун именно гач. И в принципе за все время игры, а играю довольно давно, нашел я всего около 5 гач на этом сервере. Поэтому если у вас есть возможность вымирания либо экстеншн, то вам туда. Если вы конкретно играете на Gen 2, то сейчас на экране вы увидите конкретное место их спауна. Так, ну что ж, давай посмотрим, что же гача у нас может добыть. Я тут, правда, немножко перегружен, я повыкидываю волокна. Она, правда, его, скорее всего, подберет, но вроде не успела. Так, по дереву. Как видишь, с одного удара я собрал и волокно, и дерево, так как рядом оказались кусты. Давай ударим просто по кустам. Так, это не просто кусты, это вместе с деревом. А вот это просто кусты. Как видишь, отдельно собирает волокно, дерево, солому отлично собирает. Давай ударим по камню. Как видишь, камень, кремень собирает тоже достаточно неплохо. Однако, если включить блуждание, собирать она их не будет, к сожалению. Так бы она могла на автомате перерабатывать все эти ресурсы. Поэтому, как только ты прилетаешь на базу, есть ненужный ресурс, обращайся в помощь всегда гачи. Седло на гачу делается достаточно просто, тебе всего лишь нужно выучить энограмму и скрафтить его за вот эти вот ресурсы. При приручении гачи нужно просто выкидывать предметы на землю. Ее не надо усыплять, ничего с ней делать, просто выкидывай предметы на землю. Питаются ягодами, либо абсолютно всем, что вы в них положите. Сейчас продемонстрирую на примере. То есть, к примеру, ты насобирал целую кучу волокна или еще чего-либо, камня. Ты открываешь инвентарь гачи, просто закидываешь в него. Давайте с фибера начнем. То есть, вот смотрите, я закинул фибер. Гача начнет перерабатывать. Есть один маленький нюанс. Если вы поставите много гач, переработка будет идти в разы медленнее. Поэтому, если у вас есть гача с нужным вам ресурсом, а ресурс открывается в радиальном меню, на вкладке Production, здесь вы можете обратить внимание, какие она именно добывает и перерабатывает ресурсы. То есть, к примеру, на данный момент мы закинули волокно, но ставим вкладку жемчуг. И ты увидишь, как эта подружка начнет перерабатывать огромное количество жемчуга. Так, у меня здесь на базе есть трэш-сундук, то есть вот эти все трэшевые, она ест как свитки, так ненужные тебе вот эти все шмотки, огромное их количество, все что захочешь, инструменты и так далее и тому подобное. Приручение гача абсолютно непривередливо, ест как камень, так кремень, так металл. Ну это в принципе ты опять же увидишь на экране. То есть давай заберем у нее фибер и закинем, например, от сапогов ей инструментов и так далее и тому подобное. Если вы опять же играете на Gen 2, все эти части вы сможете достаточно легко достать, так как за выполнение миссий вам их постоянно дают. Так, вот это я уже переборщил, конечно. Вот это я заберу. Ну и теперь нам остается подождать, когда нам, собственно, подарит кристаллы разных цветов, потому что вот это обычный кристалл, из которого она дарит нам жемчуг, а также спавнятся от навыка изготовления зеленые, синие, фиолетовые и голубые кристаллы. Также, как видишь, гачи я абсолютно ничего не включал, то есть не блуждение, ничего ей включать не надо, просто закидываешь ресурс, она их ест и перерабатывает в нужный тебе ресурс. Если включить гачи блуждения, она будет подбирать абсолютно все предметы, которые лежат на полу. То есть, к примеру, смотри, я выкину ей, допустим, жемчуг, ружье, кремень и так далее. Как видишь, я не включаю блуждение, а все предметы, которые она рядом увидела, она подбирает. Также она собирает фекалии. То есть фекалии, если тебе нужны грядки, ты просто ставишь электрический поводок на своей базе, когда твои животные
какает, она просто будет бегать их рядом и собирать в себя. При этом фекалии она не ест, будет кушать из кормушки. Главное, чтобы кормушка у тебя опять же была полной. Я вызвал сейчас еще одну из гач. Как видишь, в ней сейчас лежат ресурсы, и она начала что-то производить. То есть, как видишь, ресурсы не важны. Но чем ценнее ресурс, тем лучше кристалл ты получишь. Смотри, у каждой гачи есть вкладка Production. И у каждой гачи есть свои, соответственно, ресурсы. То есть, они при спаривании передаются от папы и от мамы. То есть, если ты хочешь спарить и получить какой-то определенный другой ресурс, у тебя, к сожалению, это не получится. Имей это в виду. Нет. То есть, если тебе нужна гача на пыль, либо на черный жемчуг, соответственно, у тебя либо папа, либо мама должны быть на пыль, либо на черный жемчуг. И никак по-другому. Имей это в виду, если захочешь спаривать. A few moments later. Так, прошло у нас где-то 10 минут реального времени. Давайте посмотрим, наконец, что же нам надавала гача. Я уже немножко пособирал кристаллы, которые были у нас, лежали на земле. Давайте посмотрим, сколько мы с этого получим ресурсов, который нам был необходим. Как видишь, она мне подарила каменную раму. Ну и в остальном жемчуг. Гач достаточно сильно порезали с начала экстеншена, поэтому для прям хорошего лута вам нужно иметь стат навыка изготовления, ну хотя бы 350-400. Тогда она вам будет давать голубые сеты, голубые свитки и так далее и тому подобное. До этого могу показать вне записи. Я играл, я подзакидывал ей сейфа кучу всякого разного. Она мне из самого хорошего, что она мне скинула, это было седло на тираннозавра золотое с броней 62 и шлем вот этот вот хитиновый. К сожалению, я это не записал, но иногда она кидает даже очень неплохой лут. Так как этот навык изготовления достаточно мал, то, к сожалению, как есть. Что ж, мой дорогой друг, я надеюсь, это видео тебе было полезным. Если полезным, то подпишись, поставь лайк, напиши комментарий. Кого ты еще хочешь увидеть на обзоре, обязательно напиши. Я специально для тебя сниму. Я вам желаю всем удачи, хорошего лута в Ark Survival World и всем пока-пока.